Так мы будем готовить рождественское печенье «Осиные гнезда». Нам понадобится 160 грамм печенья для приготовления теста, 70 грамм лесных орехов, сахар, пудра, ром, какао, сливочное масло. И из инструмента нам нужна будет терка, форма для изготовления печенья «Осиные гнезда». В принципе, все. Для начала мы взвесим 160 граммов печенья. Так. Отвесим 160 граммов печенья. И 70 граммов лесных орехов. Это у нас здесь как раз 70 граммов. Печенье мы натрем на терке или измельчим другим способом. Орехи натрем на терке. И все это будем ссыпать в емкость. Вначале начнем с орехами. Так, орех намолотый. Теперь измельчим наше печенье. Так же само, в ту же самую емкость. Итак, мы перемололи печенье. Теперь добавим сюда 100 грамм сахарной пудры. И после этого добавим 2 столовых ложки какао. Это будет как раз 2 столовых ложки. После этого отставим смесь и отвесим 60 граммов сливочного масла. Так, здесь у нас масло. Возьмем нож и отвесим необходимое нам количество. Так, поставим наш, обнулим. И 60 граммов масла. Вот так. Достаточно. После этого перемешаем смесь для того, чтобы она стала однородной и равномерной. Так, перемешиваем смесь вручную. Так мы получили такую достаточно равномерную смесь. Теперь как связующее в нее необходимо добавить 4-5 столовых ложек жидкости. Это может быть либо ром, либо молоко. Если вы хотите алкогольное, то это может быть ром. Если безалкогольное, то это может быть молоко. Также их можно комбинировать. Например, в данном случае мы положим 2 столовых ложки рома,
и 2 столовых ложки молока. И после чего продолжаем вымешивать смесь, делая из нее тесто. Итак, начинаем перемешивать. По необходимости можно добавить еще немного жидкости в виде рома или молока. Не спеша вымешиваем 5 аж 10 минут. Вот такое вот тесто мы приготовили из нашей смеси. И теперь будем делать начинку для нашего рождественского печенья. Так, для приготовления начинки крема нам понадобится 60 грамм сливочного масла. Взвесим. Так, и 50 грамм сахарной пудры. И яичный желток. Отделим яйцо, желток от белка. И добавим желток к нашим ингредиентам. После чего с помощью вилки перемешаем нашу смесь до однородного состояния. Так, мы приготовили равномерную смесь и теперь добавляем в нее ложку рома. В случае, если вы готовите алкогольный вариант новогоднего печенья или рождественского. Добавляю ложку рома и аккуратно ее размешиваем, придавая крему более жидкую консистенцию. Итак, крем готов. Теперь возьмем небольшое количество сахарной пудры и посыпем ею нашу форму для печенья. Вот так вот ее посыпали, излишек убрали. Дальше берем небольшое количество теста и наполняем им нашу форму так, чтобы. И дальше создаем с помощью пальца либо любого другого подручного инструмента выемку. Такую выемку. После того, как мы откроем, у нас получается вот такая вот форма для наполнения печенья. Если она не получилась, как в данном случае, не отчаивайтесь.
Просто возьмите ее, вытащите, снова перемешайте ваше тесто и вновь наполните им форму. Не каждая часть должна получиться. Это нормально для этого вида печенья. Вот так, попробуем опять ее наполнить. Придать форму. И попробуем извлечь. Вот теперь нам это удалось. Вот такая вот форма получается. Наполнять его можно с помощью кондитерского мешочка, шприца, либо более медленный способ — это с помощью ножа. Вот так вот мы наполняем ее. Далее берем печенье и клеим ее так вот на наше печенье. Вот такие вот печенюшки у нас будут в итоге. Будем наше печенье складывать вот так. Далее берем опять форму, посыпаем ее пудрой, наполняем и так постоянно, пока не израсходуем все тесто или начинку. Излишки убираем, недостающая часть дополняем аккуратно, извлекаем вот так и снова наполняем кремом удобным вам способом. Даем половинку. Наклеиваем и устанавливаем далее и далее. Так, вот так у нас получилась уже целая тарелка печенья, пчелиные или осиные гнезда. Теперь можно его и попробовать. Ну, лайк.